Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на моем канале, посвященном географии. Продолжаем мы с вами изучение общего землеведения, и сегодня подтема уникальность географической оболочки и ее границы. Долго затягивать не буду, начнем. Выделение всех перечисленных оболочек Земли, от железного, предположительно, ядра до газовой атмосферы основывается на учете какого-либо одного агрегатного состояния вещества – твердого, жидкого или газообразного. С этих позиций места для географической оболочки не остается. Но особенность географической оболочки, ее уникальность состоит как раз в том, что вещество представлено в ней не одним и не двумя, а тремя агрегатными состояниями. С точки зрения агрегатного состояния вещества, она представляет не единую, а триединую оболочку. Наблюдается это в зоне соприкосновения, взаимопроникновения и взаимодействия друг с другом литосферы, атмосферы и гидросферы. Именно здесь, в ядре географической оболочки, в зоне активного взаимодействия литосферы, гидросферы и атмосферы зародилась органическая жизнь, присутствие которой вторая уникальная особенность не только одной из оболочек, но и Земли как планеты в целом. Органическая жизнь в ее различных проявлениях, свойственная всей гидросфере, распространяется на несколько километров вглубь литосферы, разносится потоками воздуха по тропосфере. Зона органической жизни образует одну из специфических оболочек Земли – биосферу. Тонкий горизонт ее с наибольшей концентрацией живого вещества на поверхности суши, океана, океанического дна получил название биострома, дословно живого покрова. Каковы же мощность верхней и нижней границы географической оболочки? Известно, что мощность ее измеряется по меньшей мере первыми десятками километров. Единого мнения в отношении границ нет. Как нет и четко обозначенных границ взаимопроникновения друг в друга литосферы, атмосферы и гидросферы. Григорьев верхнюю границу географической оболочки проводит в стратосфере на высоте 20-25 километров, ниже слоя максимальной концентрации озона, как известно, очищающего солнечную радиацию от избытка ультрафиолетовых лучей. Ниже этого слоя наблюдается движение воздуха, связанные с взаимодействием атмосферы с сушей и океаном. Выше движения атмосферы этого характера сходят на нет. Нижняя граница, по его мнению, проходит вверху подкорового слоя, несколько ниже сейсмической поверхности Махаровичича. Взаимодействие подкорового слоя, обладающего повышенной пластичностью, с вышележащей земной корой играет важнейшую роль в формировании рельефа Земли. На материках нижняя граница географической оболочки располагается в среднем на глубине 30-40 км от дневной поверхности, понижаясь под горными хребтами до глубины 70-80 км. Значительно ближе к поверхности лежит нижняя граница географической оболочки под океанами, всего лишь от 5 до 8 км ниже дна в районе больших глубин. Таким образом, мощность географической оболочки по Григорьеву составляет от 50 до 100 км на материках и от 35 до 45 км на океанах. В границах, близких к обозначенным Григорьевым, рассматривают географическую оболочку рябчиков. С той лишь разницей, что внизу ее распределение он ограничивает земной корой. Колесник в 1970 году понимал географическую оболочку более узко, отодвигая ее верхнюю границу в атмосфере на высоту 25-30 км. Он ограничивал нижнюю границу географической оболочки в литосфере зоной гипергенеза, от греческого «гипер» – «поверх» и «генезис» – «образование», охватывающей самый верхний до глубины 500-800 метров слой литосферы. В этой зоне
Глубинное минеральное вещество земной коры подвергается преобразованию под влиянием различного рода экзогенных процессов. Исаченко в географическую оболочку включает воздушную тропосферу, гидросферу и верхнюю толщу до 5-6 км глубины литосферу, где осадочные породы сохраняют характерные черты. Примерно в тех же границах видел географическую оболочку Забелин, но связывал нижнюю границу географической оболочки нижним пределом распространения органической жизни и воды в жидком состоянии. По мнению Арманда, географическая оболочка простирается от тропопаузы в атмосфере до нижних горизонтов земной коры включительно. В свете современных данных эти границы географической оболочки представляются наиболее обоснованными. Главные доводы в пользу такого утверждения сводятся к следующему. Свойства воздушных масс тропосферы, формирующих климат Земли, определяются воздействием на них подстилающей поверхности. Земная кора с ее пространственной неоднородностью вещественного состава и мощности, тектоническими движениями, проявлениями вулканизма образует литогенную основу ландшафтов в широком смысле этого понятия. В этих пределах мощность географической оболочки колеблется от 80 км под складчатыми горами на континентах до 20-25 км в районах срединно-океанических хребтов. Учитывая принятые границы географической оболочки, ее в первом приближении можно определить как взаимодействующую парадинамическую систему земной коры, воздушной тропосферы, гидросферы и биострома Земли. Тема сегодня у нас коротенькая, но делаем отсюда вывод, что очень много существует взглядов на то, где границы географической оболочки-то у нас находятся. Вот мы по географии очень много касались этой оболочки, особенно в ландшафтоведении, да, мы же изучаем там наиболее узкую часть этой географической оболочки, где наиболее интенсивны проникновения геосфер. Так вот, проблема с определением границ отчасти, я думаю, связана с тем, что мы не можем определить, ну, вернее, все ученые сходятся во мнении, что же такое географическая оболочка. В этой книге не приведены определения разных исследователей, но также не забывайте, что существуют и взгляды ученых других стран, которые занимаются вопросами географии. Ну что ж, я думаю, видео пора заканчивать, и уже в следующем видео мы коснемся вопросов терминологии, связанной с географической оболочкой, о которых я сейчас задумался. Я думаю, автор прольет свет на некоторые вопросы, которые у меня возникли. Ну что ж, всем пока и хорошего времени суток!